Что делать, если вашему ребенку поставили диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивность? Я вам расскажу одну из методик. Меня зовут Алина, и я ведущий нейропсихолог центра. Приветствую вас на канале коррекционно-обучающего центра «Эрудит». Деятельность нашего центра направлена на социальную адаптацию детей с особенностями в развитии. Для этого мы очень много внимания уделяем коррекции эмоционального фона ребенка, в том числе и у деток с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Коротко, СДВГ. Что же такое СДВГ? Это неврологическое-поведенческое расстройство развития, которое в основном начинается в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. В основном при вопросах лечения используется медикаментозная терапия, но существует и иной способ, о котором мы сейчас поговорим. Флайзер – это альтернативный метод коррекции СДВГ, снижение необходимости медикаментозной терапии. Методика поможет активизировать мыслительные процессы, скорректировать нарушенные механизмы в организме ребенка, улучшить его навыки и способности. Принцип действия Флайзер заключается в том, что ребенок располагается на подвижной части тренажера в полулежащем положении. Он перемещает рукоятки вперед и назад, что приводит к изменению пространственного положения подвижной части тренажера с расположенным на ней ребенком, к наклонам вперед и назад, влево и вправо. Таким образом, ребенок учится контролировать свои действия, выполняя при этом определенные задачи, которые видит перед собой на проекторе. Существует несколько уровней, на более сложных уже появляются аудиальные и визуальные раздражители, которые не должны мешать ребенку концентрироваться, чтобы выполнить все действия правильно. Такая игротерапия помогает ребенку легче переносить синдром. Он привыкает сосредотачиваться, становится внимательнее и усидчивее, улучшается его зрительно-моторная координация. Когнитивно сложная физическая деятельность во время игры на Флайзер приводит к повышению уровня дофамина и норадреналина в сетях головного мозга, аналогичным образом, как это делают лекарства от СДВГ. Эффективность мы измеряем тестом МОКСа, который проводится на каждом этапе коррекции. Звоните и пишите нам, мы с радостью проконсультируем вас по вопросам СДВГ. Также не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые и актуальные темы о методике лечения эмоциональных расстройств, в частности, синдрома дефицита внимания и гиперактивности.